Ассоциация домовладельцев, в которой я состою, слишком переусердствует со своими правилами. Автор истории с Reddit NoSleep – Man Dark. Нечистые духи. Ужасающие истории. Книга от автора рассказа, ссылку на которую ты найдешь в комментариях. Люк распахнулся с привычной легкостью, и из него начал появляться темный силуэт. Даже в темноте подвала белизна козлиного черепа выделялась очень ярко, и ее можно было легко заметить. Незваный гость начал подниматься. «Ну привет», – прошептал я. Человек испуганно ахнул и резко обернулся. Вспышка света, громкий хлопок, тело дернулось назад, а стена позади него в секунду окрасилась в красный цвет. Я подождал некоторое время, пока звон в ушах утихнет, прежде чем встать и подойти к телу. Сморщив нос от запаха пороха, я проверил его пульс и убедился, что он мертв. Должно быть, это была ужасная смерть. Представьте, что вы каждый день вылезаете из туннеля в подвале, чтобы мучить людей в полной уверенности, что вас не заметят, а потом вдруг, в один прекрасный день, вас убивают. У меня не было ни доли сочувствия к человеку, которого я только что убил. Я сделал то, что должен был сделать, чтобы защитить свой дом и свою семью. Отойдя от тела, я встал и потянул за веревку, свисающую с потолка, позволяя резкому желтому свету проникнуть в маленький подвал. Мои действия начали казаться более реальными теперь, когда их не скрывала тьма. Мое сердце бешено заколотилось, а ноги задрожали, когда я понял, что только что убил человека, чего я не делал уже более 10 лет. Я закрыл глаза и сосчитал до 10, чтобы успокоиться. Когда я почувствовал, что пришел в себя, я присел на корточки над искривленным телом и начал снимать маску. Она была тяжелая, ее материал был твердым, как будто она была сделана из настоящей кости. Я снял ее и отшатнулся, когда увидел, кто вторгся в мой дом. Это был Джозеф Гордоки, полицейский. Я выругался себе под нос. Этот человек появлялся у нас каждую ночь, обещая найти незваных гостей, в то время как он сам был тем, кто мучил нас. Но почему? Я обыскал труп, похлопал по его карманам и достал удостоверение личности, бумажник, телефон и несколько отмычек. Пока я продолжал поиски, его рубашка задралась, и я заметил несколько татуировок у него на животе. Липкими руками, которые дико дрожали, я задрал его рубашку, чтобы поближе рассмотреть его тату. От того, что я увидел, у меня упало сердце. Весь его торс был покрыт татуировками, свастики, железных крестов, флагов имперской Германии и других неонацистских образов. Конечно, они хотели, чтобы мы уехали. Они ненавидели нас за то, кем мы были. Это было чудо, что они еще не попытались нас убить. «Подождите-ка секунду», — подумал я. «Если это полицейский, значит, его напарник тоже в этом замешан». Конечно, черт возьми, их было двое. Они, наверное, вместе работали над созданием этого сверхъестественного чудища. Наверное, именно Аманда велела Шмидту постоянно предупреждать Рабию о правилах, чтобы убедить ее в том, что где-то здесь разгуливает какое-то потустороннее злое существо. Ублюдки. Ужасный визг разорвал тишину, окутавшую подвал. Черт, это был Шмидт. Он проник в дом. Я развернулся и побежал вверх по лестнице. Распахнув дверь в подвал, я бросился в свою спальню, обогнул мебель в гостиной и оказался у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Послышался еще один крик, за которым последовал громкий стук, как будто кто-то ударил молотком по деревянной плите. Я побежал вверх по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки за раз. Я остановился наверху лестницы, повернулся и посмотрел в конец коридора. Он был тут и замахивался топором на дверь нашей спальни. По милости Аллаха, дерево было прочным и все еще держалось, хотя на нем и зияли широкие трещины. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, в то время как офицер Шмидт продолжал обрушивать свой топор на дверь. Я не мог спешить. За дверью находилась моя семья, и я не мог быть уверен на 100%, что не попаду в них. Я не мог промахнуться. Я должен был прикончить ублюдка одним выстрелом. Я поднял пистолет, выдохнул, подождал, пока моя рука перестанет дрожать, и нажал на спусковой крючок. Пуля попала ему в затылок, и он согнулся, привалившись к двери с тошнотворным хрустом. Я засунул пистолет за пояс, подошел к телу и откинул его с двери. Я снял с него маску, убедился, что это тело офицера Шмидта, а затем встал и постучал в дверь. «Рабия», — сказал я. Голос дрожал от прилива адреналина. «Открой дверь, это я». Я услышал шаги, а затем дверь распахнулась. Моя жена и дочь бросились ко мне в объятия, и я обнял их. Теперь все кончено. Нас больше не потревожат.
Обойдя стороной труп офицера Шмидта, я привел их в комнату Абида и вкратце рассказал им о том, что произошло. Абида выглядела потрясенной масштабом всего этого, в то время как Рабия, казалось, злилась, что я не рассказал ей о туннеле и пистолете, который одолжил мне Дэвид. Однако у меня были свои причины поступать так. Они обе уставились на меня в шоке, когда я сказал им, что за всем этим стоит ТСЖ, и что двое мужчин, которых я только что убил, были полицейскими, которые приходили в наш дом под предлогом помощи. Я еще не закончил свой рассказ, когда спальня осветилась вспышками красного и синего. «Похоже, приехала полиция», — с облегчением заявила Рабия. «Наконец-то все закончилось». Мои глаза расширились в тревоге. «Что случилось, Ирфан?» — спросила она. Я приложил палец к губам и попросил ее помолчать. Я на цыпочках подошел к окну, тому, которое выходило на лужайку, а не тому, которое было разбито прошлой ночью, отодвинул занавески и выглянул наружу. На моей лужайке стояли 2 полицейские машины и десятки людей, наших соседей. Как полиция добралась сюда так быстро? Мы их не вызывали, тогда это сделал кто-то из соседей. И тот факт, что они не делали этого в предыдущие разы, но решили сделать это сейчас, заставил меня занервничать. Вдруг кто-то еще из правоохранительных органов замешан в этом дерьме. Мои подозрения подтвердились, когда я увидел, как Аманда беседует с одним из полицейских. «Они здесь не для того, чтобы помочь нам», – прошептал я. «Что?» – спросила Рабия. «Они пришли, чтобы закончить работу». Я почувствовал, как в кармане завибрировал телефон, и это чуть не довело меня до сердечного приступа. Я выдохнул с облегчением, когда увидел, кто звонит. «Алло», — сказал я, отвечая на звонок. «Не впускай их!» — раздался в моих ушах голос Дэвида. «Они...» «Нацисты, я знаю». «Да, это так. Я слышал выстрелы, ты что?» «Да». Он сделал паузу. «Тебе нужно убираться оттуда». «Они не дадут нам уйти», — сказал я. «Теперь у тебя нет выбора», — сказал он, прерывая разговор. Я обдумывал наши варианты. Должны ли мы поступить, как говорит Дэвид, и попытаться сбежать, или попытаться договориться с ними? «Мистер Аббас», — прогремел громкий голос, обрывая поток моих мыслей. Я подполз к окну и выглянул наружу. Один из полицейских говорил в мегафон. «Мы получили жалобу на выстрелы из вашего дома. Если это так...» В этот момент Аманда выхватила у него мегафон. «Ты убил их, да?» — взвизгнула она. «Ты заплатишь за это, ублюдок! Я убью вас всех! От тебя не останется ни одной кости, которую можно было бы похоронить, грёбаный кусок дерьма!» Она швырнула мегафон обратно в полицейского и закричала на него. Он выглядел оскорбленным, но кивнул. Он подал знак другим полицейским, и они двинулись к дому. Я запаниковал, достал пистолет, распахнул окно и выстрелил в захватчиков, опустошив обойму на одном дыхании. Я был в ужасе, но целился все так же хорошо. Они были на открытом пространстве, и я зацепил 2 из них. Попал одному в глаз, а другому в шею. Кровь брызнула из их ран, как вода из проколотых водяных шаров, и они оба неуклюже рухнули на землю. Моя жена и дочь издали приглушенные, испуганные крики. Оставшиеся полицейские отступили, укрывшись за своими машинами, в то время как другие соседи разбежались, словно муравьи из затопленного гнезда. Но вдруг я увидел, как некоторые из них возвращаются назад, таща с собой винтовки и пистолеты. Полицейские и жители Систон-Ридж начали штурм нашего дома, пытаясь превратить его стены в швейцарский сыр. Я упал и прижался к полу, сказав своей семье сделать то же самое. Все вокруг нас взорвалось градом оглушительных выстрелов. Осколки стекла, куски бетона, щепки дерева посыпались на нас дождем. Я выполз из спальни и жестом пригласил жену следовать за мной. Я заметил Абиду, дрожащую на полу с закрытыми ушами и зажмуренными глазами. Я схватил ее за ногу и потряс. Она отдернула ногу. «Мы должны идти!» – закричал я. «Сейчас же!» Я снова потряс ее за ногу, наконец привлекая ее внимание. Глаза моей дочери были широко раскрыты, и все ее тело дрожало. Черт возьми, только не сейчас. Было бы просто ужасно, если бы у нее случилась паническая атака из-за всего происходящего. «Мы должны идти!» Я прошептал ей одними губами, и она кивнула. Я велел Абиде держаться поближе ко мне, и мы начали спускаться вниз. Она все еще сильно дрожала, и это одновременно напугало и разозлило меня. Нацистские ублюдки. Пока мы ползли вниз, как черви, пули пробивали стену, пуская внутрь лунный свет, освещая при этом лестницу. Это было ужасно. Один неверный шаг, одно неправильное движение, и мы были бы мертвы. Но в ту ночь удача была на нашей стороне, и мы благополучно добрались до 1-го этажа.
Когда мы оказались в гостиной, то заметили, что пули больше не пробивают перекрытие, хотя стрельба не прекращалась. Это придало мне немного уверенности, поэтому я встал на четвереньки и ускорился, двигаясь на кухню. Абида и Рабия последовали моему примеру. Пробравшись в гараж, я велел жене и дочери пролезть в машину и лечь между передними и задними сиденьями. Убедившись, что они разместились, я запрыгнул на водительское сиденье, завел машину и нажал на кнопку открытия ворот. Когда ставни начали подниматься, открывая вид на улицу, я заметил множество тел, распростертых на земле. Какого хрена? Что здесь произошло? Ответ я получил, когда выехал на улицу. Полицейские соседи больше не стреляли по нашему дому, потому что они были заняты стрельбой по дому Дэвида, который застал их врасплох и расстрелял примерно половину из них. Когда машина заскользила по асфальту и сделала резкий поворот, краем глаза я даже заметил Аманду, безжизненно прислонившуюся к полицейской машине. Похоже, у Дэвида где-то был припрятан еще один пистолет. «Береги себя, друг мой», — подумал я, проносясь по окрестностям, оставляя еще одну войну позади. Они осыпали нас пулями, выбив заднее лобовое стекло, но мы благополучно добрались до главных ворот Систаун-Ридж, однако те были заперты. Я вылез из машины, чтобы открыть ворота, когда в нескольких дюймах от моей руки пронеслась пуля. Охранник комплекса бежал к нам с винтовкой в руке. Спрятавшись за капотом, я потянул металлическую дверь в сторону. Прозвучал пронзительный скрип, и огромная воротина отодвинулась, освобождая место для проезда. «Папа», — сказала Абида, поднимая голову. Мои глаза расширились. Охранник приблизился к машине и поднял винтовку. Он целился в нее. Но я оказался быстрее и не промахнулся. Я проделал дыру прямо посреди его лба, запрыгнул обратно в машину и уехал из этого района. В ту ночь в Систаун-Ридж произошла настоящая бойня. Улицы были усеяны более чем дюжиной трупов, а имущество стоимостью в миллионы долларов было уничтожено. Но это было не самое худшее. Нет, Дэвид, чертов умник, заманил некоторых из них в подземный туннель и устроил там небольшой взрыв, похоронив их заживо. И это ознаменовало конец той войны. Те события имели далеко идущие последствия для нашего маленького городка. Местное полицейское управление было полностью уничтожено, так как многие его сотрудники, включая старших офицеров, были обвинены в связи с местными неонацистскими бандами. Часть из них арестовали, некоторых уволили. Больше половины выживших жителей района были посажены за решетку. В итоге мы узнали, чего хотела Аманда и ее окружение. Их план состоял в том, чтобы создать полуавтономное белое государство, которое имело бы очень ограниченный контакт с внешним миром и не допускало к себе никаких меньшинств. Аманда не выжила в той перестрелке, а Дэвиду удалось спастись. Он сбежал через заднюю дверь и серьезно не пострадал. Мы вернулись в Систаун-Ридж. Денег, которые мы получили от судебных процессов, было достаточно, чтобы оплатить учебу Абиде и восстановить дом с нуля. Раби осталась со мной, несмотря на все произошедшее с нами. Сейчас в Систаун-Ридж все по-другому. ТСЖ было расформировано, в дом Аманды переехала семья корейцев. В воздухе витает настоящее счастье. Все выглядит как в комплексах из фильмов, с барбекю, дружелюбными улыбками и всем прочим. А иногда по выходным мы с Дэвидом сидим у него на веранде, пьем пиво и разговариваем о наших детях.